Даже работая над такими темными пейзажами, как лунная ночь, все равно нужно максимально выявлять цветовые отношения и брать их на максимуме. В своей живописи я пытаюсь столкнуть теплые с холодными оттенки, для того, чтобы был максимальный цветовой контраст. Но это должно быть гармонично. Основой моей живописи является правильный подмалевок. Четкий, быстрый и внятный. Даже когда работаете над такими объектами, как яркая луна, ни в коем случае не стоит пользоваться чистыми белилами. Все время нужно находить какой-то оттенок. Я работаю и пастозно, и лессировочно. Это очень важно. Добрый день, любители живописи. Сегодня мы попытаемся снять наш очередной видеоурок. Тема видеоурока будет сегодня несколько такая экзотичная, оригинальная. Мы будем писать лунную ночь. Дело в том, что с натуры я в свое время писал достаточно часто лунные ночи на южном берегу, в Крыму, когда было подходящее освещение, чтобы можно было такие сюжеты рисовать. Вот. В последнее время, правда, не удавалось, но тем не менее пейзажи лунные приходится наблюдать, созерцать. Это красиво, тема интересная. Я думаю, вам тоже будет интересно посмотреть, как я это сделаю. А делать я буду таким образом. Так как у меня сегодня на руках никаких этюдов крымских нету с лунной ночью, то я буду делать работу таким образом. Я возьму свой дневной этюд, который был написан этой осенью в Крыму, и буду из него делать лунную ночь. Честно говоря, я часто прибегаю к такому способу написания сюжета «Лунная ночь». Почему? Потому что для меня это очень удобно. В том плане, что владея тоном и правильно выстраивая тональные отношения, можно добиться именно состояния, которое будет отвечать теме «Лунная ночь». И как это делать, что избегать и как вообще продвигать работу правильно, в каком направлении, я вам буду это все объяснять. Ну, надеюсь, что вам будет это поучительно и с пользой. Приступаем. Начинаем, как всегда, с рисунка. Дело в том, что сегодня я буду работать по ранее написанной работе. Как-то она мне перестала греть в определенный момент. Я ее решил записать. Как-то некоторое время назад я прокрыл тонким слоем белил. Такой полупрозрачный получился грунт поверх уже написанного какого-то пейзажа. Вот. И поэтому я сегодня буду делать подмалевок и рисунок, вернее, сразу масляными красками. Почему? Потому что все предыдущие видеоуроки я делал на грунте, который был водоэмульсионный. И потому я там работал акварелькой, если вы помните. Сейчас уже акварелька сюда не ляжет, она будет скатываться. Потому я буду жидко разведенным маслом делать рисуночек. Вот приступаем. Сначала, конечно, я буду рисовать линию горизонта. Так как лунная ночь, понятное дело, что основной акцент должен быть на небе. То есть ему нужно оставить достаточно места в нашей композиции, чтобы эффект лунной ночи был максимальным. И у нас пейзажи, в принципе, от которого мы пляшем, море где-то составляет 1/3, и у нас приблизительно столько же. Еще хочется сказать, что я сегодня не буду один в один повторять этюд или его, копировать композицию самого этюда один в один. Я хочу все-таки эту композицию, которую мы сегодня будем рисовать, развить, то есть сделать ее несколько посложнее, чем она у меня в этюде. Потому что и размер больше, почти в 2 раза. И хочется сделать такую уже более интересную, сложную работу. Но в основном соотношение элементов будет такое же, как в этюде, но кое-что я поменяю. Скажем, в большой работе уже эти композиционные решения, которые были мною, реализованы в этюде, они уже недостаточны. Скажем, чтобы уравновесить композицию полноценно,
Я хочу с левой стороны нарисовать скалу, более такую существенную. Это раз. Во-вторых, если предполагать, что у нас будет где-то здесь Луна, позже написано, сейчас я ее обозначу, то, естественно, часть моря, которая приходится именно под Луной, где будет лунная дорожка, или, скажем, свет, отраженный от Луны, эта часть должна быть более свободной, чтобы она не была полностью завалена скалами и камнями. То есть я здесь немножко расчищу пространство именно для этого освещенного моря Луною. У меня сейчас, правда, идет процесс такого поиска, и кое-что, конечно, я поменяю. Когда такая работа, скажем, импровизационная, приходится некоторое время уделить каким-то коррекциям. Из того, что сразу бывает сходу тяжело найти верное решение композиционное, приходится постепенно что-то для себя менять, что-то уяснить, что-то подсмотреть, что-то как-то исправить. Сегодня я подмалевок делаю с составом, в который входит покрывной лак акрилфисташковый, вернее акрилстирольный, с white спиритом. Почему именно так сегодня? Потому что, как я говорил раньше, у меня все-таки чуть-чуть маслом работа прокрыта. И потому, чтобы обеспечить идеальную связь между подмалевком и основой, то лучше писать именно, для меня, по крайней мере, на покрывном лаке. Почему? Потому что он имеет очень хорошую связь с живописными слоями, на каком бы составе эта живопись не была написана. Потому что если я сейчас буду писать, например, на составе масла льняного и white спирита, то вполне возможно, что живопись будет держаться не идеально. На что нужно обращать внимание при работе над такими сюжетами, в которых много каких-то скальных участков и отдельно стоящих камней? Нужно избегать повтора силуэтов камней. Хотя часто на пленэре, в натуре видишь, часто такое встречается, когда несколько камней, они имеют или приблизительно одинаковый наклон, или массу такую приблизительно одинаковую, и смотрятся достаточно похожими. Но в вашей картине нужно этого избегать. Ничего страшного, если вы чисто от себя измените размер, силуэт какого-то камня или какой-то скалы. Если у вас, конечно, не стоит задача сделать прям документальный повтор того, что вы видите.
немножко поиграть этими компонентами не только можно, но иногда просто необходимо для цельности композиции, более сбалансированного решения. Еще важно в этом контексте отметить то, что когда вы пишете такое количество скал, камней, нужно избегать того, что многие вот эти вот очень активные элементы, они находятся на одинаковом удалении от зрителя. Даже если вот на самом деле так оно и есть в натуре. Нужно один камень написать поближе, другой немножко отодвинуть подальше. И это будет правильно. Так вот очень такими жидкими мазочками, тоненькими, я пытаюсь для себя обозначить основные элементы нашей композиции сегодняшней. Ни в коем случае никаких активных мазков, пастозных. Пока только рисунок и общая композиция самых таких значимых, важных элементов нашей сегодняшней работы. Ну вот так вот у нас сейчас появилось общее решение. Конечно, кое-что в процессе работы наверняка я поменяю, но для себя я уже определился, как у меня в основном будут звучать основные элементы. Теперь приступаем к подмалевку. Продолжаем нашу работу. Пишем пошагово масляными красками. Пишем морской пейзаж в лунную ночь. Ну, сейчас я, может быть, немножко буду вести нелогично работу. Почему? Потому что, ну, во-первых, сам сюжет такой специфичный. Во-вторых, мне сейчас вот мешает очень то, что было написано перед этим на предыдущей работе. И потому
Мне мешают эти белые пятна. Я сейчас первым делом сделаю подмалевок неба. Хочется сказать про сюжет «Лунная ночь». Дело в том, что все, естественно, были ночью при луне, видели, как это все бывает. И основной, главной задачей в таком пейзаже является правильно дать тональность. Про тон я говорю регулярно, практически во всех своих видеоуроках. Но здесь тон является, в сегодняшней нашей работе, является главным выразительным средством. Потому здесь будет сегодня особое отношение к тону. И по поводу самой ночи, что можно сказать. Когда мы реально видим этот и по тону, и по цвету того, что мы будем писать на втором плане, и тем более, что касаемо неба. Потому здесь уже мы должны вводить другие оттенки. Хочется напомнить, что оригинальный этюд, с которого мы сегодня пишем работу, он размером 30 на 40 сантиметров, написанный этой осенью, в сентябре, в Крыму. А тот формат, который непосредственно мы сейчас имеем в работе, он размером 50 на 60. И в связи с этим нам пришлось внести изменения в композицию, сделать ее более интересной, более динамичной, на мой взгляд. Это, конечно, еще что-то будет тут меняться. Так вот постепенно, набирая тон, мы обозначаем контуры наших основных элементов нашей работы. Пока без точной проработки. Все делаем приблизительно. Жидко.
Когда работаешь с натурой над такими сюжетами, над такими этюдами, которые в ночное время приходится делать, ну, это может быть даже и без луны, просто какой-нибудь, например, вечерний сюжет пишешь, городской. Все время приходится сталкиваться с проблемой освещения. Естественно, надо искать все время какой-то источник света, который бы подсветил бы вам работу. Просто стоять в темноте, естественно, вы ничего не напишете. И я тоже не напишу. Потому что это нереально, в полной темноте ничего не видно. Поэтому, если кто-то интересуется, то я все время ищу какой-то источник света. К сожалению, здесь не все так просто. Почему? Потому что сейчас улицы подсвечиваются достаточно мощными лампами, но они, как правило, бывают или явно теплого оттенка, или явно холодного. То есть идеального дневного света на улицах у нас не принято, и, наверное, просто и незачем. Не будут же люди исходить из того, что кто-то там когда-то будет рисовать под этой лампой. В связи с этим есть некоторая проблема в цветопередаче, когда вы пишете с натуры. Дело в том, что если очень теплый источник света, и вы пишете какой-то ночной пейзаж, освещенный таким светом, то вы невольно будете усиливать холодную гамму, чтобы у вас работа смотрелась более правдоподобно. И также с холодным светом. Перемещаюсь в центр работы, на передний план. Здесь у нас такой бережочек, покрытый галькой. Над ним тоже стоит немножко поработать. Сделать его более материальным. Так как это у нас передний план, который находится непосредственно под луной, то он будет достаточно сильно освещен. Приходится мешать практически все цвета, и теплые, и холодные. Сложность цветового решения здесь заключается в том, что, по сути, на палитре у нас образуются грязные сочетания. Но в работе они должны смотреться гармонично и абсолютно не грязными. Как этого добиться? Это достаточно непросто. Просто нужно находить такое окружение этим цветовым пятнам, чтобы они соседствовали с такими пятнами, которые бы заставляли их звучать гармонично. То есть найти для одного пятна цветного по соседству другое цветное пятно, которое бы делало бы их между собой звучащими. Не грязными, а именно красиво звучащими цветом определенным. Тут тоже нужен опыт. И продолжаем
нашу работу. Пишем пошагово, масляными красками. Пишем лунную ночь. Снова возвращаюсь к облакам. Они требуют такого детальной проработки. Снова повторюсь, чем дальше Луны, тем тональность снижается и меняется цвет. Он становится менее контрастным к небу. Чтобы придать легкость, какую-то детализацию, я часто применяю ватные палочки обыкновенные. Чуть-чуть откорректировать ими бывает очень удобно. Такие тонкие моменты. Табачка же они такие пушистенькие, легенькие, их бывает кисточкой не просто изобразить, а вот так вот подкорректировать чуть-чуть. Очень удобно палочками. Чем ближе к Луне, делаем светлее облака и насыщеннее в цвете. Но кроме этих облаков, и это на этюде видно, есть другие облачка, которые ближе к нам, такие не перистые, а такие уже отдельно летящие. Сегодня у нас и так, в общем-то, задача достаточно такая конкретная по лессировочным краскам. То есть без них бы мы не смогли бы здесь добиться этого звучания прозрачного воздуха, светлой лунной ночи. Конечно, можно было бы и без них обойтись, но это была бы совсем другая история. Это было бы уже несколько более бедная по гамме и более бедная по тональному звучанию работа. И у нас здесь очень много строится на тоне и на лессировках. Почему мы о них так и говорим долго? Вот так, казалось бы, незначительные какие-то мазочки по всей поверхности, но они очень существенные, особенно на последней стадии
работы над картиной, над нашей. Такая неспешная работа, деликатная, она очень существенно влияет на результат, на восприятие. Некоторые могут возразить мне, зачем так вот много работы я делаю над таким достаточно небольшим форматом. Но дело в том, что меня учили, чтобы работа, когда она уже окончена, она имела с точки зрения живописи самодостаточность живописную. То есть, что имеется в виду? Что каждый кусочек картины, он имел бы свою художественную ценность. То есть качество живописи должно быть таким, чтобы каждый кусочек представлял собой вот какую-то работу живописную, какую-то гармонию. Не только общее звучание. Например, можно было на стадии подмалевка остановить эту работу, и было бы уже ясно, что это лунная ночь, и что это здесь достаточно все прозрачно. Но я пытаюсь в своих работах добиться именно звучания качественного такого на поверхности живописной, чтобы было максимум цвета, при этом все акценты были расставлены на свои места. Но это мое личное ощущение и мое личное, как бы скажем, стремление. Вполне возможно, что у вас будут другие какие-то задачи стоять в ваших работах. Я ничего против этого не имею, но вот к вопросу, почему так долго и почему так тщательно. Вот на переднем плане я пытаюсь уже делать такую как бы мозаичку цветную, контрастную, чтобы передать фактуру этой морской галечки, которая лежит на берегу скалами. При этом, как все вы прекрасно видели и в Крыму, и на Кавказе, и вообще в южных морях, очень такие они красивые, поросшие всякими водорослями цветными камушки. И этим надо воспользоваться. Это возможность добавить в работу. Написать их – это возможность добавить в работу цвет, так правильно сказать. Извиняюсь за косноязычность, иногда излагаю мысли не очень последовательно. Вот. И эти камушки, они все время очень красиво смотрятся, особенно когда они непосредственно вблизи к воде находятся, влажные, все время очень живописно. Мы, конечно, здесь много ничего писать не будем, но так обозначим, что здесь у нас есть такие вот предметы, камни. И они у нас насыщенные достаточно по цвету. Возвращаемся к переднему плану. Здесь уже можно сделать окончательные такие активные мазочки. Активные и по фактуре, и по цвету. Те дрессировки, которые мы делали в начале нашего сегодняшнего видеоурока на переднем плане, ни в коем случае не стоит записывать. Их максимально нужно оставить, потому что они очень хорошо характеризуют прозрачные тени.
Ну и на этой стадии, я считаю, стоит эту работу завершить. Я надеюсь, что вам было интересно посмотреть, как я пишу такой сюжет. И если у вас будут какие-то вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь, задавайте нам. Нам будет очень интересно на них ответить и знать ваше мнение. Творческих успехов, всего хорошего.